Доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас такой вот небольшой полевой обзор двух интересных девайсов, а именно GPS-трекер от компании Garmin. Модель 401 и 601. Сделаем мы его в полевых условиях, поэтому не обращайте внимания на резкие порывы ветра и скрип палатки. Кстати говоря, заодно испытание ее на ветроустойчивость. Довольно-таки сегодня неплохой ветер, порядка 10 метров в секунду. Ну, как бы держится, справляется палатка Lifefighter. Итак, давайте начнем с внешнего вида на упаковке и распаковки данных двух девайсов. Garmin 401 поставляется у нас вот в такой вот коробочке. Довольно-таки сложной конструкции. Давайте мы его откроем. Так, здесь мы видим следующие составляющие. О, Господи. Диск с программным обеспечением. Ну, в принципе, на сайтах выпускаются довольно актуальные новые обновления, поэтому он бесполезен. Мануал инструкции по эксплуатации для него и для 401 модели. В принципе, тоже бесполезно. Ремешок. Второй ремешок. Он эластичный. В отличие от первого, он из кордуры и крепится вот на вот эти вот штуки. Мини-USB. Мини-USB. Ну и, собственно, сам приборчик. Вот, короче, вот столько вот макулатуры. 401 поставляется GPS-трекером. Отложим это все в сторону, оставим только один прибор. 601 поставляется в более аскетичной упаковке, а именно такая вот маленькая коробочка. Открываем и сразу видим продукт лицом. Собственно, вот он. В комплекте также мы здесь наблюдаем держатель для него. Микро-USB. Видите все? Микро-USB. Два ремешка. Опять же, эластичный. И просто кордура. В этот раз он просовывается через места крепления, а не вкручивается на них. Мануал гораздо меньший. Вот в количестве 2 штук. Диска здесь нету установочного. Ну, он, в принципе, особо и не нужен. Собственно, давайте теперь обратим внимание на самих пациентов. Итак, перед нами 401 и 601 модели. Весом они 77 грамм, 92 грамма. В комплекте с двумя щелочными батарейками формата 3А, то есть мизинчиковые. Размеры у них абсолютно одинаковые. Единственное, что 401 чуть-чуть на 1 мм длиннее 601. Хотя это не кажется, но в действительности это так. Основные отличия, которые сразу же бросаются нам в глаза, это экран. Здесь у нас 100 на 64 точки, здесь у нас 200 на 128. То есть он, помимо того, что количество точек у него больше, у него и разрешение и дюймах он больше, соответственно. Пошлите дальше. Итак, управление внешнее у нас, в принципе, все то же самое осталось. То есть кнопка включения, перевода в режимы там дальнейшие. И 4 навигационные кнопки. Здесь у нас ничего не изменилось, в принципе. Только вытеснена надпись Garmin. Здесь же она нанесена методом принта. Здесь вытравлена. То есть, соответственно, здесь очень часто стираются вот эти вот при интенсивной эксплуатации. Так, этот торец у нас, в принципе, одинаковый. Здесь тоже ничего интересного. Самое интересное сзади. Итак, батарейки в 401 Garmin меняются вот таким вот образом. То есть, это вот защелку, в принципе, можно пролюбить при известной, так сказать, русской сноровке. Также вот доступ к подключению компьютера с помощью кабеля micro-USB. У 601 сделано все интереснее. Здесь мы видим наименование модели. Вот он. Вот такой вот запорчик у более старших моделей он встречался. И открываем, и здесь мы видим 2 батарейки формата 3А. Разъем для подключения кабеля micro-USB. Честно, не знаю, что это за датчик, но, скорее всего, это какой-то датчик. Собственно, вот, ну, здесь крепление гораздо надежнее, на мой взгляд. И более, так сказать, проверено. То есть мы не потеряем. Основные, конечно, отличия, помимо внешнего вида, скрыты внутри. Давайте включим. Я вот специально их одновременно включаю. Вот, они запускаются. Пока не включаются, расскажу. Основное отличие то, что у 601 Garmin 3 системы позиционирования. Это GPS, Galileo
И наш российский ГЛОНАСС, в то время как у 401 модели всего один GPS. Так мы посмотрим скорость поиска, местонахождения. 601 уже определил мое местоположение, в то время как 401 еще до сих пор прогружается. Также, помимо всего прочего, у 601, в отличие от 401, есть Bluetooth для синхронизации с мобильными устройствами, что довольно-таки удобно в формате оповещения, обновления программного обеспечения данного устройства. Довольно-таки удобная штука, в том числе можно подцепить на нее и другие Bluetooth-девайсы. И вот 401 у нас определил. Основное, что меня здесь сейчас интересует, это количество спутников. Сейчас мы их посмотрим. Вот здесь мы их видим. То же самое у 601. Секундочку. Вот. Количество спутников, как вы видите, у 601 гораздо больше. То есть при идеальных условиях нам может быть доступно 77 спутников. Это совокупности всей системы спутниковой навигации. Но одновременно мы можем выбрать только две в любой комбинации, которая нам понадобится. Еще один плюс, который находится у 601 навигатора, это то, что он изначально продается со вшитым русским языком. То есть, если даже покупать его из-за границы, как это сделал, например, я, просто меняем в настройках язык, и все прекрасно. Мы имеем полностью русифицированный прибор. Единственный нюанс, я могу вам подсказать, такой, что его программное обеспечение стоит обновить в приложении Garmin Express, потому что не всегда при установке российской прошивки, именно российского языка в меню навигации, он соединяется с ПК. Поэтому меняйте на английский, подключайте Garmin Express, обновляйте операционное обеспечение, и все у вас будет прекрасно. Итак, также еще могу сказать, к отличиям данных приборов друг от друга, здесь заявлено 17 часов непрерывной работы от двух батареек, здесь заявлено 48 часов, то есть мы видим во много раз, он рос почти в 3 раза. Кроме того, здесь есть режим для ПНВ, вот он, режим ПНВ сразу включается, режим часов, мы можем в него включить, и то есть использовать данные часы как, данный навигатор как часы. Соответственно, до месяца в данном режиме он может находиться. И еще в режим ультратрек есть, это экономичный режим позиционирования. Он в нем может быть использован до недели. А так, в основном, данные навигаторы между собой, точнее GPS-трекеры, одинаковые. Все, в принципе, у них повторяет. И тот, кто использовал 401 модель, с легкостью перейдет на 601 без каких-либо нюансов и проволочек. В общем, такой вот обзор, такие вот два интересных GPS-трекера. Я однозначно делаю выбор свой в пользу 601, потому что он современнее, он удобнее, он быстрее, он более точный, у него большее количество режимов, и он больше нравится мне, потому что хотя бы даже по величине экрана он как-то больше бросается в глаза и более выглядит современно. Но 401 использовался всеми подразделениями спецназа всех известных армий мира, в частности США. Очень много пруфов на него есть, когда он носили на руке, на прикладе, на оружие в том числе прикрепляли. Вот. Есть еще более старшая модель 601, это 701. Единственное отличие от них это в том, что он имеет в себе баллистический калькулятор для вычисления при стрельбе на сверхдальних дистанциях. В общем, наверное, все. Еще попереключаю меню вам на камеру 601. То есть здесь мы видим для телефона Connect, циклы Солнца и Луны. Очень шустро работает, прям очень классная тема. Всем рекомендую. Спасибо.